Well, yesterday we completed our introduction to eschatology. Итак, вчера мы с вами завершили наше вступление, введение в эсхатологию. And this morning, and probably most of today, we want to talk about Israel. И сегодня утром, и, наверное, большую часть сегодняшнего дня мы с вами будем говорить про Израиль. I mentioned that Israel is the heart of all of eschatology. Я уже упоминал, что Израиль — это сердце всей эсхатологии. In fact, I made the point that Israel, or eschatology, is Jewish. И я даже сделал такое утверждение, что эсхатология — это очень такая еврейская штука. From start to finish. С начала до конца заточенная на Израиль. I also teach that world history is Jewish, so it makes sense that eschatology would be Jewish as well. Я также преподаю и считаю, что мировая история заточена, сфокусирована на Израиле, поэтому с этой точки зрения ничего удивительного нет в том, что эсхатология является в корне своем израильской. After we look at Israel, we'll look at the church. И после того, как мы с вами рассмотрим Израиль, мы с вами поговорим о церкви. What's the eschatology relating to the church? Что эсхатология говорит нам о судьбе церкви? The church, not only in eschatology but in history, fits within Jewish history and within Jewish eschatology. И церковь не только эсхатологически, но и исторически она вписывается в еврейскую историю. Поэтому и эсхатология церкви связана с израильской эсхатологией. So the church is not the focus, even though we would perhaps like it to be. И поэтому церковь не является такой точкой концентрации Божьего плана, хотя, может, нам и хотелось бы. Church is only a part of a bigger plan that God has within that of Israel. Церковь лишь часть большого плана, который Бог имеет в отношении Израиля. We started yesterday afternoon with the different views concerning the church in Israel. Мы начали с вами вчера днем рассматривать различные взгляды, которые говорят о соотношении церкви Израиля, о том, что The major distinction that is different from the view that we hold is covenant theology. Противоположную нашей позиции занимают представители заветного богословия. Says that the church is Israel and Israel is the church. И они утверждают, что Израиль есть церковь, а церковь это Израиль. We looked at that last time, and I said that that is not the case. И мы рассматривали это в прошлый раз, и я показал, что это не соответствует истине, оно не выдерживает критики. Now, unfortunately, sometimes those not only in covenant theology but others. Но, к сожалению, порой представители не только заветного богословия, но и других направлений. Take the idea one step further. Они идут на еще один шаг вперед. And in history, the church has actually persecuted the Jewish people. И в истории церкви есть грустные моменты, когда преследовали евреев, преследовали еврейский народ. There is a theology today called replacement theology. И существует на сегодняшний день так называемое богословие замещения. It's one step beyond this idea. Это даже уже следующий шаг после заветного богословия. Replacement theology is the idea that the church has replaced Israel. Богословие замещения — это идея о том, что церковь заместила полностью Израиль. And that God is no longer dealing with the church. И Бог уже никакого отношения with Israel, rather. Ничего не делает в жизни Израиля. Ему нет уже до них дела. God has abandoned Israel and now is focused on the church. Бог оставил Израиль, теперь Бог фокусируется на церкви. But I don't think the Bible supports that, nor do we see that in eschatology. Но я не думаю, что Библия поддерживает такую точку зрения, и я думаю, что мы не видим этого, изучая эсхатологию. But rather, the church fits within Jewish eschatology. Но что мы видим? Мы видим, что церковь, она вписана в еврейскую эсхатологию. Now, in history, unfortunately, that idea has
caused a lot of believers to think they are free to persecute the Jews. И в истории церкви, конечно, эта идея замещения, она, к сожалению, побудила многих христиан считать, что теперь у них есть право и свобода гнать евреев, оказывать на них гонения. Not only the church before the Reformation, but even after the Reformation. И не только церковь до реформации так поступала, но даже церковь после реформации. And actually, you've had church history, right? У вас же была история церкви, да, курс? Did they tell you about Martin Luther? He was very favorable to the Jews in his early ministry. Ну, может быть, вам рассказывали про Мартина Лютера, который очень хорошо относился к евреям в начале своего служения. Remember that? Помните? Later in his ministry, he became anti-Semitic. И позже, ближе к концу своего служения, стал ярым антисемитом. Comes from this idea, it's the next step from this idea of the church equal Israel. И вот это антисемитизм исходит из этой идеи, точнее, из следующего. Вот эта идея говорит, что церковь равно Израиль, да? А следующий шаг это то, что церковь заместила Израиль. А следующий шаг антисемитизм. We believe that the church is distinct and separate from Israel. Мы верим, что церковь отличается от Израиля и отделена от него. That's dispensational theology. Это диспенсационное богословие. So we ended yesterday by looking at the essence of eschatology is Jewish. И вчера мы закончили, говоря о том, что эсхатология по сути своей сфокусирована на Израиле, на евреях. We looked at Zechariah 2:8. Мы с вами рассматривали отрывок, например, Захария 2:8. He who touches Israel or you touches the apple of God's eye. И Захария 2:8 говорит о том, что тот, кто коснется тебя, коснется зеницы ока Божьего. So let me outline basically what Jewish eschatology includes. И давайте здесь как бы напомним себе этот план, да, что включает в себя еврейская эсхатология. This comes from the very beginning, even when Israel was not even a nation. И это началось еще с самого начала израильского народа, еще до того, как они стали государством. Moses in the book of Deuteronomy lays out the rest of Israel's future even before they're in the land. Моисей в книге Второзакония изложил всю оставшуюся израильскую историю еще до того, как они вошли в землю. I showed you from Deuteronomy that Israel is going to fail. И я показывал вам из Второзакония, что уже Израилю изначально было предсказано их падение. In Deuteronomy chapter 4, it predicts way down into the future. И книга Второзакония, 4 глава, предсказывает его вот очень далеко вперед. Israel's going to have a history of God disciplining them. И говорится о том, что Израиль будет на протяжении всей истории Израиля Бог будет дисциплинировать их. That's also Deuteronomy 4 and Deuteronomy 28. Об этом также говорит Второзаконие 4 глава и Второзаконие 28 глава. Deuteronomy even speaks of a tribulation. Книга Второзакония даже говорит про период великой скорби. That's in 4:29. Это Второзаконие 4:29. But after a tribulation, a period of tribulation, they will be restored. После периода великой скорби они будут восстановлены. That's also in chapter 4 and Deuteronomy 30. We looked at that. И это также Второзаконие 4 глава, 30 стих. It also predicts a Messiah. И также там предсказывается Мессия. In fact, the idea of Messiah begins all the way in Genesis 3:15. Ну и сама идея Мессии появляется уже в Бытие 3:15. So this is all Jewish eschatology. И все вот это еврейская эсхатология. It also speaks, and this is where we left off, of a kingdom when Messiah arrives. И также еврейская эсхатология подразумевает царство, когда Мессия придет окончательно. So let's pick up there and look at Deuteronomy and chapter 30. И давайте вот с этого места поподробнее, Второзаконие 30 глава. And let me remind you, remember this is written by Moses. И разрешите вам напомнить, это написано Моисеем еще.
Moses writes before the children have conquered the land. Моисей пишет еще до того, как сыны Израилевы завоюют землю. Moses writes preparing them when they will be in the land and a nation. И то, что написал Моисей, готовит их к периоду, когда они войдут в землю и станут полноценным государством. He's already predicted all of the items we've looked at already. Моисей уже предсказал все те вещи, которые мы перед этим рассматривали с 1 по 3. Let's pick up in verse 8, where it talks about after a restoration. Вот с 8 стиха прочитаем, он говорит о периоде после восстановления. We looked at verses 1 through 7 yesterday that speaks of that restoration. Мы говорили читали вчера стихи с 1 по 7, которые говорят об этом восстановлении. And notice that there will be a time of blessing. Да, и помните, и обратите внимание, будет время благословения. That anticipates this period of time in the kingdom. И оно как раз-таки связано вот с этим ожидаемым периодом израильской истории, когда будет царство. Ira, why don't you read verse 8? Ира, прочитай, пожалуйста, 30 главу Второзакония, 8 стих. А ты обратишься и будешь слушаться гласа Господа и исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня. Okay. Now it speaks of them being obedient and responsive. И здесь говорится о том, что они обратятся, будут послушны, будут исполнять. Now it's not announcing the new covenant. И здесь, здесь не провозглашается еще Новый Завет. But later, at the end of Israel's history, before they go into captivity, Но позже, в конце израильской истории, перед тем, как они отправятся в плен, we have the new covenant that speaks of this new obedience. мы видим обещание о Новом Завете. Оно говорит о вот этом новом уровне послушания. In other words, after repentance and restoration, То есть после, иными словами, после покаяния и восстановления, then notice the blessing. тогда придет благословение. Alessia, I'm going to read verse 9. 9 стих Олеся, пожалуйста. І зробить Господь, Бог твій, що будеш тримати на дні у кожному чині своєї руки, у плоді утроби своєї, і в плоді худоби своєї, і в плоді своєї землі на добре, бо Господь знову буде радіти тобою на добро, як радів був твоїми батьками. Okay, great blessing. Великое благословение. This will be ultimately fulfilled in the kingdom. So we have, even though it's not spelled out explicitly, we have a mention of the kingdom. В конечном счете это все исполнится в царстве. Хотя здесь оно явно так не указано, мы понимаем, что здесь речь идет о царстве. Nadia, read verse 10. Надя, 10 стих. Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные все книги закона, и если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всей душой твоей. Okay, blessings if they obey. Благословение, если они послушаются. And notice the things that are in the book of Deuteronomy. И обратите внимание, какие еще вещи описаны в книге Второзакония. The Mosaic covenant. Мойсеев Завет. So they are to obey the covenant that God gave. Им нужно повиноваться завету, который Бог заключил с ними. So this is Jewish eschatology. И вот это еврейская эсхатология. Israel failed in time, and in fact they're in a period of discipline right now. И Израиль, он действительно пережил падение, провал, и в данный момент Израиль претерпевает на себе божественную дисциплину. Part of the discipline of Israel is that God has set them aside for a period of time. И часть дисциплины над Израилем заключается в том, что Бог их поставил в угол, да, отставил немножко в сторонку на какой-то период времени. And has chosen to use a different instrument to reach the world. И решил использовать другой инструмент для достижения мира. So that's this little piece in this little part in here. И вот эта вот маленькая часть здесь. Part of the discipline of Israel is where the church fits in. Дисциплина над Израилем. Это вот именно туда вписываем мы церковь. So the next major work that God is going to do is He's going to bring a period of tribulation. Поэтому следующий большой труд, который Бог совершает, это Он наведет на народ скорбь. So that's a broad outline from Deuteronomy of Israel's eschatology. Это вот краткий план израильской эсхатологии из книги Второзакония. In fact, Deuteronomy, you might say, outlines
in broad strokes, the rest of world history. И второзаконие в таких общих терминах оно определяет, закладывает фундамент для оставшейся человеческой истории. In terms of what he's going to do, not only with the nation of Israel, but beyond that as well. Говоря о том, что Бог сделает не только с народом израильским, но и помимо народа. Because this tribulation is going to be worldwide. Поскольку эта скорбь будет всемирной. Messiah is going to come and judge the entire world. Мессия придет и будет судить весь оставшийся мир. He's going to establish a kingdom over all the world. И он установит царство, которое будет распространяться на весь мир. So that's the future of world history. Вот это будущая мировая история. Now there's a gap in time here between some of the discipline of Israel. И, конечно, есть временной промежуток между вот этой дисциплиной над Израилем. In fact, we're experiencing 2,000 years since the coming of Messiah. Мы ждем уже 2000 лет с момента, когда Мессия пришел первый раз. So Jewish eschatology Поэтому вот такова еврейская эсхатология. is the essence of eschatology. Это суть всей эсхатологии. Can I ask a question? Do we have Mosaic covenant in act during the kingdom and tribulation? There seems like some aspects may be observed, not entirely, because Jesus has fulfilled much of it. Я задал вопрос, конкретизация, будет ли Мойсеев Завет, закон в действии во время скорби и царства? Он говорит, какие-то аспекты, скорее всего, будут как бы восстановлены, но не весь целиком, потому что Иисус исполнил закон. It's not clear, but in Zechariah it speaks of sacrifices. И, не настолько все ясно, но, например, книга Захарии говорит о жертвах и жертвоприношениях. Theologians don't have a clear picture of what the purpose of them are, because У Christ... богословов нет ясного представления о том, какова цель будет этих жертвоприношений, потому что Иисус вроде бы принес уже. Some of them believe that they may be memorials of what Christ accomplished on the И cross. некоторые верят в то, что это будет как бы уже воспоминание о том, что Христос совершил на кресте. But we don't have enough scripture to be conclusive. Но у нас нет достаточного количества писаний, чтобы делать такие четкие утверждения. One thing that is clear, that the all atoning sacrifices were accomplished by Christ on the cross. Но что можно совершенно ясно сказать, что все искупительные жертвы, Book of Hebrews все жертвы, необходимые для искупления, были в достаточной мере совершены Иисусом на кресте. Книга послания к евреям говорит, это совершенно ясно. Book of Hebrews makes that clear. Да, совершенно ясно. Okay. Now, on your outline sheet, I should have put a little Roman numeral 1 introduction. This is still introduction. И, To конечно, Israel. на плане, который у вас там есть, там надо было мне поставить римские цифры, но пока у нас еще вступление к эсхатологии, мы говорим об Израиле. Okay. So, the first key is understanding that eschatology is Jewish. Итак, первый ключ к эсхатологии – понимание ее еврейского характера. The second key in understanding the Второй ключ к пониманию эсхатологии understanding eschatology are the covenants. – это заветы. So we already looked at the covenants, Мы уже с вами рассматривали заветы. but there's also prophecies related to the covenants, Но есть также пророчества, связанные с заветами. and those are the keys. We'll look in some detail at many of those prophecies. И вот это ключевые моменты. И мы рассмотрим некоторые из этих пророчеств в деталях. But in the future, the prophets, as well as not only Old but also New Testament, Но в будущем пророки не только Новозаветные, но и Ветхозаветные. and I'll be using this chart or this timeline quite often in the discussion. So in the future, prophets not only Old Testament. да, окей. Да, я буду использовать эту таблицу. Could you just complete the sentence? Oh, okay. Predict certain events. Да, то есть в будущем и Новые, и Ветхозаветные пророки предсказывали определенные события. Now, those events are going to be surrounded around this 7-year period that is divided into 2 parts. И вот эти события, они будут происходить вот в течение этого 7-летнего периода, разделенного на 2 части. All of this is still future, even from our time. И все это еще даже для нас будущее.
In fact, I believe that the future events will focus primarily on Israel. Ну, я верю, что эти будущие события будут сфокусированы в первую очередь на Израиле. What is this word here? Great Tribulation. tribulation. So, if we are here today, we don't know the time frame when these events will begin. Итак, если мы сегодня вот здесь где-то, то мы не знаем точно даты, когда эти события реально случатся. In the first century, Paul and the other disciples, they were here in their time frame. В первом столетии Павел и другие ученики, они были здесь, вот, ну, и это было их время. They thought that these events would be a short period of time. И они думали, что переход к скорби займет совсем небольшое время. But we've already seen that 2,000 years have elapsed. Но мы уже увидели с вами, что как бы дело затянулось, и уже 2000 лет прошло. And we don't know how many more will elapse before the events begin to take place. И мы не знаем, сколько еще пройдет, прежде чем вот этот цикл запустится. So we'll be using this time frame if you take all the passages literally. То есть мы будем использовать вот эту временную шкалу, ну, которая имеет смысл, если мы воспринимаем все отрывки буквально. Not predicted by the Old Testament. И what? Not, the rapture is not predicted by the Old Восхищение Testament. церкви, оно не предсказано в Ветхом Завете. New Testament is where we get the idea. И только из Нового Завета мы находим вот эту идею восхищения. In fact, Paul calls it a mystery. И Павел даже называет это тайной. In fact, it is part of the second coming. И вообще говоря, это восхищение церкви — это часть второго пришествия. New Testament seems to indicate that there are two phases to the second coming. Новый Завет показывает, что будут две фазы второго пришествия. There is a private and invisible coming. Будет невидимое, частное пришествие Иисуса, так сказать, за своими. Only the believers will be aware of the rapture. Только верующие будут в курсе того, что случилось восхищение. There'll be a public and a very visible coming. Но потом будет очень публичное и очень видимое явление Господа, пришествие Господа. And putting the chronology together, it appears that there's at least a 7-year period between the two. И если мы собираем всю хронологию вместе, то кажется, что промежуток между этими двумя пришествиями будет как минимум 7 лет. So 2 phases of the second coming. То есть две фазы второго пришествия. One private for the believer of the church age. Одна, так сказать, частная, VIP-фаза для верующих в Великой Церкви. And one public for the whole world. И одна публичная для всего оставшегося мира. Okay. In between is a 7-year tribulation. И между этими этапами будет 7-летняя скорбь. And when Christ returns, he'll establish a 1,000-year И когда kingdom. Христос вернется, Он установит тысячелетнее царство. Now, the rapture doesn't begin the 7 years. Но важно понимать, само по себе восхищение церкви не начинает вот эту 7-летнюю эпопею. Necessarily. Ну, по крайней мере, не обязательно оно ее начинает. That's why I put a little gap in there. Вот почему я такой маленький промежуточек здесь поставил. Daniel tells us what begins that 7 year. We'll talk about that. Даниил нам указывает, что, с чего же начнутся 7 лет эти. This little gap may be very short. Этот маленький промежуток может быть очень коротким. In fact, it could even be simultaneous. И вообще это может произойти одновременно. Ну, то есть эти события могут произойти почти одновременно. So we'll put all of the rest of eschatology after the rejection of Messiah. И всю оставшуюся эсхатологию мы впишем, то есть она уже происходит после отвержения Мессии. On this chart, this timeline. И вся интересующая нас эсхатология, будущее с нашей точки зрения, есть на этом слайде, на этом чарте. Okay. So, let me give you a preview of what we have in Deuteronomy. We looked at some of it, but let's review it. Давайте сделаем небольшой, вспомним немножко все то, что мы видели во Второзаконии, мы уже говорили, но сделаем обзор. Because it lays out Jewish eschatology. Поскольку именно Второзаконие излагает план израильской эсхатологии. We talked about
blessings. Мы говорили о благословениях. Now, this is a preview of Israel's history as well, Это также предварительный обзор израильской истории. and that is contained in Deuteronomy 28, 1 and 2. We looked at that already. И это содержится во Второзаконии 28 главе, 1-2 стихе. Мы это уже рассматривали. If Israel throughout their history is obedient, then they will receive blessings. Если Израиль будет на протяжении своей истории послушан, они будут получать благословение. If they are disobedient, they will receive discipline. Если будут непослушны, будут получать дисциплину. We also saw from Deuteronomy that they will enter into exile. И также мы видели из книги Второзакония, что они в итоге отправятся в изгнание. The nation will be destroyed. И народ будет, не народ, а государство будет уничтожено. The people will continue to live, but the nation will be gone. Народ останется, люди останутся, но нация, когда, говорит Преподаватель, нация имеется в виду государство. Государство уйдет. Later, the prophets announced that even Jerusalem will be destroyed, the temple will be destroyed. И позже пророки провозглашают, что даже Иерусалим и храм будут уничтожены. The people will survive. Но народ останется. In fact, it'd be good to remind ourselves, look at Deuteronomy. И это очень полезно напоминать себе. Давайте посмотрим на Второзаконие. We looked at this yesterday, but let's look at it again. Verse 36. 28. Chapter 28. 28 глава, 36 стих. Пожалуйста, прочитайте. And Uriah, let's see. Uriah, do you want to read 36? Пожалуйста, прочитай 36 стих. «Придет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собой, народу, которого не знал ни ты, ни отцы твои. И там будешь служить иным богам, деревянным и каменным». Okay, we pointed out that they will have a king. И мы уже указывали, да, что тут уже предсказывается, что будет у них царь. And they will be taken to a nation that their fathers have not known. И они уйдут в народ, уйдут к народу, которого не знали ни они, ни отцы. And notice the destruction of the nation in 37. И посмотрите на разрушение, как оно описано в стихе 37. Read 37, Shana. 37. Ты будешь ужасом, притчей и посмешищем всех народов, которым придет тебя Господь. Okay, they're driven out. Они будут изгнаны. Verse 37. Стих Skip to 37. verse 41. Пропускаем стих 41. Specifically speaking, Oleg of captivity. То есть здесь конкретно говорится о плене. Олег, прочитай, пожалуйста. Ти породиш синів і дочок, та не будуть для тебе вони, бо підуть у неволю. Okay, the nation will be destroyed, Нация, то есть как государство, да, будет уничтожена. but they will continue. They'll have sons and daughters, Но народ продолжит существование. У них будут сыны и дочери, and they will be in captivity. но они пойдут в плен. We have the very word described. This is early. This is even before they're a nation. И то есть мы уже видели, да, как это описывается. И это очень рано было записано, еще до того, как они стали полноценной нацией, получили государственность. We saw the restoration. That's restoration to the land. Мы уже видели восстановление. Мы говорим о том, что восстановление случится в земле. That's chapter 30, 1 through 6. Это 30 глава с 1 по 6 стих. And we just looked at, we looked at judgment in verse 7. И мы уже рассматривали в 7 стихе Второзакония суд. God will judge the nations when Israel repents. Бог будет судить народы другие, когда Израиль обратится, покаяться. That's verse 7 in chapter 30. 30 глава, 7 стих. And we just read a while ago the ultimate blessing in verses 8 through 10. И в стихах с 8 по 10 мы читаем о окончательном благословении, которое изольет Бог на Израиль. So on a timeline, И говоря о временной шкале, from eternity to eternity, от вечности до вечности, we have Israel and Deuteronomy. This is on a chart, the same outline I gave you before. табличка Израиля, Второзакония, та же, которую я давал вам раньше. So we have throughout their history blessing and discipline. На протяжении их истории мы видим благословение и дисциплину. And we also have, because they're going to be unfaithful and disobedient, we have an exile.
И также мы видим по причине их непослушания, их неверности и знаний. There'll be a restoration. Произойдет также восстановление. Now, this restoration is going to occur more than one time. И это восстановление случится более одного раза. There was a resurrection or a restoration back to the land in preparation for Messiah. Произошло восстановление в землю еще тогда, когда Бог готовил Израиль к приходу Мессии. But when they rejected Messiah, they were scattered again. Но когда они отвергли Мессию, они были снова рассеяны. And there'll be a future restoration preceding the second coming of Messiah. И произойдет еще будущее восстановление, предшествующее второму пришествию Мессии. There will also be a judgment of the nations. И также произойдет суд над народами. And there'll be ultimate blessing in the future. И окончательное благословение в будущем. But because Israel rejected their Messiah, it is in the future from our time as Но well. поскольку Израиль отверг своего Мессию, то это еще относительно далекое будущее. Будущее с нашей точки зрения. So if we look at the history of Israel, И глядя на историю Израиля, I gave you a summary in our introduction. то есть я вот уже как-то обзор давал вам во вступлении. We have the origin of Israel, that's the book of Genesis. Мы видим происхождение Израиля в книге Бытие. We have the emerging of Israel as they are formed into a nation. Мы видим появление Израиля и постепенное становление нации. This is the book of Exodus through Judges. Это книга Исхода, от Исхода до чисел, до Судей. Then beginning in 1 Samuel and through Kings, we have the kingdom. И начиная с первого царств и через все книги царств мы видим период царства. From Deuteronomy, we would expect that one of the kings would be Messiah. И из книги Второзакония мы можем ожидать, что один из этих царей будет Мессия. But the kingdom failed, Но царство потерпело провал, and the nation was sent into exile. и народ был послан в плен. And they experienced something of a regathering that is a portion of the restoration. И they experienced, Regathering да, и они, in the land. it's like 400 BC. Ну и они, произошло Yes. восстановление частичное к земле в 4-5 столетии до нашей эры. After they were in the land, then Messiah arrived. И после того, как они пробыли какое-то время в своей земле, пришел Мессия. Now, they anticipated when Messiah came that there would be a kingdom. И они ожидали, что когда придет Мессия, то будет царство. But because they rejected Messiah, this period, like an accordion, is stretched out. Но поскольку они отвергли Мессию, то вот этот период прихода царства, как гармошка, растянулся. So that we have something like this. И поэтому получилось примерно вот так. And in that period, we have a period of time the disciples didn't know. И вот в этот период, это такой промежуточный, ученики о нем заранее не знали. An inter-advent period between the first coming of Messiah and a future coming. И это вот мы живем сейчас с вами в такой межпришественский период. Where the kingdom is Между первым и вторым пришествием Мессии, когда царство отложено. so the disciples expected all these things to take place shortly, but this time has been extended. Ученики ожидали, что все это произойдет быстро, но мы видим, что этот период растянулся. So that's world history from eternity to eternity on one slide. И вот вся мировая история от вечности до вечности на одном слайде. That's the history of Israel. И это история Израиля. So world history is Jewish. И мировая история сфокусирована на Израиле. And what's very important are the covenants. И что весьма важно, это заветы. We've reviewed this, Мы уже рассматривали эти заветы с вами. and we've talked about how important they are in history. Мы говорили о том, насколько они важны в истории. We're still living under the Noahic И covenant. мы все еще живем под Ноевым заветом, под властью Ноевого завета. We talked about the Abrahamic covenant. Мы говорили про Авраамов завет.
And we have three stipulations: the seed, the land, И мы and the видим blessing. 3 условия этого завета: земля, семя и благословение. And then God initiated the Mosaic covenant. И мы видим, что далее Бог, Он проявил инициативу и установил Мойсеев Завет. He expanded the land portion in the Palestinian covenant. И аспект земельный Он расширил в Палестинском Завете. He specified that the line of descendants would include kings, Он конкретизировал, что вот это потомство Авраама будет включать в себя царей. Davidic covenant, Это Давидов Завет. and God would ultimately bless the nation in the new covenant. И Бог говорит, что Он окончательно благословит народы в Новом Завете. So all of world history is dependent on these covenant and God working through them. Поэтому вся мировая история сфокусирована на заветах и на том, как Бог действует в этих заветах, исполняет. So the essence of eschatology is Jewish. Так, суть эсхатологии. Эсхатология, она еврейская. And we reviewed the importance of prophecies and covenants. И мы сделали уже обзор пророчеств ветхозаветных и заветов. And let's look at God's purpose for the nation of Israel in the book of Exodus. И давайте рассмотрим Божью цель для народа израильского из книги Исхода. Цель Turn для to Израиля. Exodus 19. Откройте, пожалуйста, Исход, 19 глава. And remember, this is at the giving of the law. This is 40 years before Deuteronomy. И помните, это было еще, когда закон только-только давался Израилю, это еще за 40 лет до книги Второзакония. God is laying out the purpose for the nation of Israel. И Бог здесь уже излагает свою цель для народа израильского. Let's read, let's see, whose turn is it? Yours? Чья там очередь? Verse 4, Давайте прочитаем 4 стих. 19:4. 19 глава, 4 стих. Вы видели, Исход 19. Да, все правильно. вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на овинных крыльях, и внес вас к себе. Okay, that's the Exodus. He's reminding them of the Exodus. Это исход. Бог напоминает им о событиях исхода. Read verse 4, Larissa. Стих, maybe 5. 5. 5 Лариса, пожалуйста. 19. 19.5, да. Так, итак, и если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. Okay. God wants to reach the entire world, И Бог хочет достичь весь мир. and He wants to use His own people as His own possession. И Бог хочет использовать свой народ как свой удел, свое владение. And then verse 6 tells us, Vasya, you want to read verse 6? They have a purpose. 19.6 говорит о том, что у них есть цель. Вы будете у меня царством священником, народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израиля. Okay. So they have a message. То есть у них есть послание. They are the mediators. They're a kingdom of priests. Они посредники, они царство священников. In fact, notice the word kingdom. Even before they're a nation, God is thinking in terms of their future. И помните, обратите внимание на слово царство. Даже когда они еще не были государством, нацией, Бог уже видел их будущее. They're going to rule. They're going to be a kingdom. Он говорит, они будут править, они будут царством. And their purpose is to be priests. They're mediators between God and the nations. И их цель быть священниками, посредниками между Богом и народами. That's the purpose of the nation of Israel. Это цель народа израильского. Unfortunately, they failed. К сожалению, они не смогли исполнить эту цель. So that purpose is that they are to be a blessing to the world. И цель в том, чтобы они должны были стать благословением для мира. And this is given to them even as early as Abraham. Genesis 12:3. Дано было им еще при обещание об этом было дано им еще при Аврааме в Бытие 12 главе 3 стихе.
The passage we just looked at, they're a chosen nation. Отрывок, который мы только что рассматривали с вами, говорит о том, что они избранный народ. That's Exodus 19, 4 and 5. Это Исход 19 глава, 4 и 5 стих. 19:6, they will be a kingdom of priests. 19 глава, 6 стих говорит, что они будут царством священников. And Deuteronomy 4, 6 through 8, they will have God's revelation. И Второзаконие 4, с 6 по 8 стих говорит, что они будут, they will have God's, что говорят, что они будут носителями Божьего откровения, они будут иметь его. God will reveal himself to them. Бог явит себя им. And they will be entrusted with the oracles of God. И им будут доверены слова Божьи. Notice Romans 3. Let's turn to Romans 3 in the New Testament. Обратите внимание, Римлянам 3 глава, в Новом Завете уже Павел говорит. And he's telling us the privilege of the Jewish people. И он говорит нам о привилегиях, которые есть у еврейского народа. This is in the context of Paul talking about Это Jews. в контексте того, как Павел говорит о евреях. Ira, read verse 1 and 2. Ира, 1 и 2 стих, пожалуйста. Римлянам 3 глава. Romans 3. Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наиплаче в том, что им верено Слово Божье. Israel is entrusted with the oracles of God. In Итак. other words, God's revelation, God's word. Израилю доверено Слово Божье. Ну и с вами Божье откровение, Божье Слово. And as a kingdom of priests, they are to teach God's word to the nations. И будучи царством священников, они должны были Слово Божье нести народам. It's their responsibility to share it. То есть у них была ответственность нести это слово. Глашатай лучше, а не раку. Okay? And they will bring the blessings of Messiah as well. И у них также была особая задача привести в мир Мессию. You can put 2 Samuel 7, 16 and 17. И здесь можно заметить, да, 2 Царств, 7 глава, с 16-17 стих. 2 Samuel 7, 16 and 2 Царств, 17. 7 глава, 16-17 стих. This is the purpose of Israel. Вот это цели для Израиля. 2 Царств, 7 глава, 16 по 17. да, 16 и 17, да. Okay, for this one you can put Genesis 12:3. You can put Exodus 19:4 and 5. Exodus 19:6. Deuteronomy, what did I say, 4, 6, 1 through 8. Romans 3, 1 and 2. And then this one was 2 Samuel 7. Okay? And that outlines their purpose that God designed for the nation of Israel. И вот это их цель, цель, которую Бог дал народу израильскому. Второзаконие 4, 6, 8. Okay? Yep, we're done. All right. So, God's going to establish them in Deuteronomy. Let's read Deuteronomy 7. Итак, Бог, Он их создал, Он их поставил там, где они были. Давайте прочтем Второзаконие 7 главу. So, turn to Deuteronomy 7. Look at verse 6. И посмотрите 6 стих там. Второзаконие 7 глава, 6 стих. Which term is it? Alessia?
Бо ти святий народ для Господа, Бога свого. Тебе вибрав Господь Бог твій, щоб ти був йому вибраним народом з усіх народів, що на поверхні землі. Okay, it reiterates Exodus 19. И это своего рода повторение 19 главы Исхода. God called them out of Egypt to separate them from Egypt. Бог призвал их из Египта, чтобы отделить их от Египта. Separate them from the world. Отделить их от мира. God called Abraham initially out of his country to separate him. Бог призвал Авраама изначально из его страны, чтобы отделить его. And now as they are going to become a nation, God is separating them, making them a holy people, a separate and distinct people. И теперь, когда они должны уже вот-вот стать государством, нацией, Бог отделяет их, чтобы они были отдельным, избранным, святым народом. They are an elect nation. Они избранный народ. In other words, they are a chosen people from God's perspective. Иными словами, с точки зрения Бога, они по-особому избранный, да, народ от His Бога. own people out of all Его the народ, peoples. собственный народ его из всех народов. Let's read verse 7. 7 стих, пожалуйста. Nadia. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов. Okay. Not because of anything in them, he chose them simply according to his own will. Он избрал их не потому, что было что-то особенное в них, он избрал их просто по своей воле. Read verse 8. Стих 8. Но потому что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую он клялся отцам вашим, вывел вас Господь в Второзаконие 7:8. и освободил тебя из дома рабства, Второзаконие из руки 7:8. фараона, царя египетского. Okay? Not because of anything in them, God chose them, Но не потому, что в них было что-то такое особенное, Бог их избрал. but because two things. He No. loved them, По двум причинам. Он полюбил их, his choice to love them, он выбрал, он решил любить их. and also because he entered into an oath. That's a covenant. И также потому, что он вступил в клятву. Да, клятва это указывает на завет. The oath which he swore, he doesn't mention, but it's Abraham, Isaac, and Jacob. Клятва, которую он клялся отцам вашим. Они не упоминаются по имени, но это Авраам, Исаак и Яков. This is the Abrahamic covenant. И это Авраамов завет. And he brought them out by a mighty hand, redeemed them. That was their salvation experience. Бог вывел вас крепкой рукой, освободил их. Это вот их опыт спасения. Specifically Egypt. Ну и конкретно спасение из Египта. Okay? Skip to chapter 14. И 14 глава, chapter 14, yes? Deuteronomy. Второзаконие 14 глава. So God is the one that has established them. Именно Бог учредил Израиль. Not because anything on their part, it's by grace. Не потому, что что-то они там сделали со своей стороны. Нет, это было действие Божьей благодати. Jana 14:2, Deuteronomy. Жана, Второзаконие 14.2. Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Very chosen people. Избранный народ. Kind of repeats it so that it sinks in their thinking. И Бог снова и снова повторяет это, чтобы это застряло у них в уме. Now, this great calling, this great choosing has been left unfulfilled. И вот это великое избрание, вот это великое призвание, оно осталось неисполненным. We saw that they're an elect nation. That's that Deuteronomy 7 passage. Мы видели, да, что в Второзаконии 7 глава, что Израиль это избранный народ. This is before they're even a nation. Это еще до того, как они стали государством. But turn to Jeremiah at the end, just before they're going to be destroyed. Но давайте откроем книгу Иеремии. Вот самый конец еще, вот прямо перед тем, как они будут уничтожены. Deuteronomy 31, notice what it says. Иеремия 31, посмотрите, что там говорится. Verse 3. Стих 3. Олег. Иеремия 31:3. Здалека Господь з'явився мені та й промовив: я вічним коханням тебе покохав, тому милість тобі виявляю. Okay, His love is everlasting. In other words, even though they're in corruption,
И Бог говорит, что Его любовь вечная. То есть даже несмотря на то, что они в данный момент находятся в глубоком растлении, even though they have failed, даже несмотря на то, что они пережили падение, He has an eternal love. Бог любит их вечной любовью. And in this same chapter, notice what it И says. в той же самой главе посмотрите, что говорится. Yulia 31. 31 стих, Юлия, 31-31. 31 глава, 31 стих. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иудиным новый завет. Okay, so He's going to enter into a new covenant, even though they're on the verge of exile. То есть Он вступит с ними в Новый Завет, даже несмотря на то, что они уже на грани изгнания. So His love is eternal. И Его любовь вечная. So you can use Deuteronomy И вы можете использовать книгу Второзакония. 7, 6 through 8 for that one. Второзаконие 7 глава, 6-8 стих. You use Jeremiah 31, И Иеремия 3 31. and 31. 3:31 здесь. And that love, God's not going to take back. It's irrevocable. И эту любовь Бог не отберет. Она неотменимая, неизменная. Let's turn to the New Testament for that one. This is Откроем Новый Завет на этот счет, поговорим. Romans 11:29. Римлянам 11:29, да? Не исполнившееся что? Пророчество или что? Непреложное призвание. Не исполнившиеся заглавие. So does that unfulfilled prophecies? Yes. In other words, the promises have not been completed Ну, yet. не исполнившиеся пророчества, то есть пророчества, которые еще не исполнились во всей полноте, скажем так. In other words, God has continued to love them, but they have been unfaithful. То есть Бог продолжает их любить, но они были неверны. Look at 11:29. Смотрите, 11 глава, 29 стих. Well, we ought to start in verse 26. 11 что? 11:29. Даже с Let's 20... start in verse 26. 27, yes? 6. Начните с 26. Римлян, да? Римлянам 11:26. Let's start in 20. Let's do 26 through 29. Да, Римлянам 11 глава, с 26 по 29 стих. 26. 11:26. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божьи ради отцов. Ибо дабы призвание Божье Ибо дары. призывать, Ибо дары. ибо дары и призвание Божье не приложены. Okay. Did you read the old passage? Or? Yep. Okay. Notice all Israel will be saved. That has never been fulfilled. Обратите внимание, весь Израиль спасется, и это еще никогда не было исполнено. So, Все без остатков, каждый живой, чтобы So everyone who would be alive, yes? no, all in the sense of the nation, the whole nation. Весь Израиль, в смысле, как бы весь народ, такое общенациональное покаяние. Just like it tells us that all Israel rejected their Messiah, Точно так же, как говорится, что весь Израиль отверг Мессию. that refers to the nation, including the leadership, rejected Messiah. Это говорится о народе в целом, включая руководство, которое отвергли Мессию. But not every single Jewish person rejected the Messiah. Ну, не каждый отдельно взятый еврей отверг Мессию. Most of the early Christians were Jewish people. Большая часть ранних христиан были евреи. They were a small remnant in comparison to the whole nation. И, конечно, но евреи-христиане были лишь маленьким остатком в сравнении со всем So нацией. also in the future, all Israel as a nation will be saved. И также в будущем весь Израиль как нация будет спасен. But Zechariah and other prophecies tell us that there will be individual Jews that reject
the second coming of Christ. Но Захария и другие евреи и другие пророки указывают на то, что будут отдельно взятые евреи, которые отвергнут близкое пришествие Христа. And notice verse 27, this is my covenant, this is the new covenant. It's И not обратите внимание, fulfilled. да, это сей завет им от меня, это новый завет, который еще не исполнился. This is when he takes away their sins, forgiveness of sins. Когда он прощает их грехи, забирает. That's the new covenant. Это новый завет, Has not yet been fulfilled, который еще не был исполнен, even in the first century. даже в первом столетии. So Israel's purpose is still future. Поэтому цель для Израиля, она еще в будущем. And 29, God's not going to go back on his gifts and his И callings. 29 стих. Бог не отзовет назад, не отменит, не изменит свое мнение касательно даров и призваний. So God will not revoke any of the covenants or the promises. Поэтому Бог не отменит никакие обеты и никакие свои обетования. So their unfulfilled purpose, И поэтому их цель не исполнена еще, the purpose of the не nation, достигнута. the purpose of them being back in the land, Цель их, в общем-то, существования как нации, цель их возвращения в землю, the provisions of the Davidic covenant, which involve a king and a throne, не исполнены еще условия заветов, например, нету еще царя, нету престола, согласно Давидову Завету. unfulfilled kingdom that's never taken Царство place. еще не достигнуто, не исполнено, еще далеко. And there's many promises that have never been fulfilled. И многие обещания еще также не исполнены. And it's because of these unfulfilled aspects, there's still a future eschatology for Israel. И из-за этих вот неисполненных аспектов есть еще много чего в будущем в эсхатологии для Израиля. Okay, so that's the key, is these unfulfilled portions of covenants and promises. Ключ к эсхатологии — это вот эти неисполненные обетования и заветы. So a key to Israel's eschatology is, in fact, their failure. И ключом к израильской эсхатологии является, по сути, их падение, их несостоятельность. So Israel's failure looks to a restoration and a future fulfillment. И поэтому несостоятельность, падение Израиля теперь требует будущего восстановления.